Доброе утро, друзья, товарищи. Птички у нас чирикают, поют. Дожди у нас были, смотрите, полные бочки. Листья понемногу падают с яблони. Цветы все еще краснеют и краснеют. Парничок надо сегодня снять. Обязательно. Тут все висит, все лежит, все стоит, так как положено. Мороз, что ли, был такой на земле. Видите, листьям капут, и плод замерз и сгнил. Холодно ему было. Тот угол уберу. И вот этот парничок сниму. Сегодня немного работы, но на целый день хватит. Потому что там обрезать все надо только. Не только прополоть тот угол. Да и этот. О, красотулечка какая. Розочка цветет. Прелесть какая. И еще будет одна. Цветочки, цветочки. Пора увозить эти цветы тоже домой. Горшки надо обязательно увезти, пока не замерзли. Холодно было, конечно. С утра сегодня даже было 4, потом 5. Сейчас, по-моему, 7. Лук вон отрос, какой большой. Можно срезать. Пару укропчиков вылезла. Чеснок, самосейка прет вовсю. Здесь еще не сажено. Какая красота. А этот какой. О, прелесть-то какая. Не знаю, приживутся или нет. Я имею в виду розы под банками. Кто их знает. Ну и вот последнее мучение мое, вот тот угол. Так что сейчас еще холодно. Очень холодно. Ну, посмотрю. И мокро, конечно. А в теплице, а в теплице. А в теплице еще помидорки висят. Я одну сняла помидорку на обед. Тут вот еще висят. Там перцы, там лук. Вот он какой большой уже. Я уже рвала его и сегодня, и прошлый раз вырос. Ну а тут уже склады начинаются у меня. Начинаются склады. Укроп так и не появился вроде как. А, появляется. Вот это, наверное, укроп. Странно. Один, что ли, только. Ну, посмотрим. Возможно, появится. Но уже холодно. Очень даже холодно. Огурчик один висит. Сколько у нас там? 8 градусов в теплице с утра. Все зеленое-зеленое. Как будто... А, еще и цвести хочет, видите? Как будто это весна. Ну, лето.
Там вон зеленые еще висят. Тут красные. Опять созрела малина. Вот она. Такой кустяра большой растет. Роза хочет еще зацвести. Не знаю только когда. Мороз стукнет и все. Там георгины цветут. Здесь уже отцветают красоты. И там малина еще. Еще малина есть. О, сколько ее. О. И ягодка малинка. И там, и там, и там. И здесь. Еще ягодка есть. Пару веток срезала. И несколько осталось еще. 4 ветки с малиной. Тут ничего еще не срезаем. Морозов не было. Пусть стоят. Птички поют вовсю. Трава не отросла. Наверное, косить не будем. А что, если не будет теплых солнечных дней, то и косить невозможно. Вот там надо обрезать. Ой, надо прямо идти сейчас и обрезать. Тут сухо. Вот это все убрать надо. Вот такая она. Осенняя стрижка. Укоротила. Вот тут еще одну веточку верхнюю надо укоротить. Здесь тоже укоротила. А вот здесь надо укоротить еще. Видите, вся в семенах. Вся в семенах. Вот такие цветочки были красивые. Так что надо все это тоже укоротить. А весной я опять их подправлю. Красоту наведу. Вот она, с красивой прической. Куст это называется рута. Смотрите, какие лепесточки красивые. Это что-то. Но она очень жгучая. Если взять и потереть по руке, то сожжет сразу же. Как борщевик жгет. Однажды уже такое было. Дети у меня обожглись руки. Я думала борщевик. А оказалось, это была рута. Раннее утро. +7 всего. Здесь у меня тоже цветут красоты. Но они поменьше. Один. Там вот есть второй еще. Вот эти они поменьше. Кусты. Но тоже цветут.
Все обрезала и порядок. Пошла дальше заниматься делами. Вот и все. Закончила я этот угол. Долго и упорно. Угол тяжелый. Там был ров, который я засыпаю понемножку. Он мне там не нужен совершенно. У нас очень сухо. Здесь я выровняла. И если даже буду делать теплые грядки, то я не смогу перекопать здесь. Я только построить смогу теплые грядки. Там внизу корни. Там внизу корни тоже. Там айва сплошная. Здесь малины корни. Так и останется малина здесь. Несколько кусточков. Она ранняя. И там ранняя малина есть. Еще не вся подвязана, только вот один куст. А так в порядок все привела. Главное, трубы там голые, чистые, а угол там травка. И вот по периметру трава. За зиму сгниет, потом усыпется еще землей, наверное. Не знаю. Там уже, видите, выровнялось все. Здесь тоже был ров. А смотрите, ровная красота. А был такой же ров. Но я от соседей тут укрыла малость. Там трава сплошная под забором. Все, мои хорошие, уработалась, называется. Я сегодня уже теряю все подряд. Здесь у меня бочки без дна лежат. Это очень удобно для продуктов, отходов. Вот, а траву я в мешках храню. Вот моя лишняя трава, которая никуда не понадобилась. Были полные мешки. Стала его половина. И здесь. О, на дне совсем. Надо будет в один мешок пересыпать. Вот так. Все это сгнило моментом. Ну, пусть постоит еще. Может, я еще покашу. Не знаю. Травка растет. Видите? Растет травка. Красота. Теплынь. Я так устала, потому что там очень жарко. Ну, очень жарко на солнце. Посмотрите-ка, я опять вышла на солнце. О, какие корни выкопала. Это кошмар. Это желтая смородина. Вот такие вот делишки. Буду собираться домой. Угол тут я привела в порядок. Но там работы еще полно. Если я буду теплые делать грядки, то там работы еще полно. Все, друзья, товарищи. Буду с вами прощаться. Парник я тоже уже сняла. Сейчас покажу. Фух, на солнце ничего не вижу. Вот одни кирпичи стоят. Парника нету. Убрала. Все. Вот. И самое интересное, а кротов-то не наблюдается. Этот угол так я не сделала, не успела. Было холодно. Надо вот такое время, когда тепло уже. Не успеваю все. Никак. Ну вот. А здесь уже все. Убрала. Парничка нету. Остался еще один куст. Срезать георгина и выкопать их. Самая основная работа такая. Вот такие делишки. Гортензии еще не стриженные. И малинка, 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 малинка моя. О, сколько ее тут. Надо все пойти сейчас собрать. Все. Всем пока-пока. До новых встреч.